Янукович, тож проникла, вся Росія проникла в всі сфери життя, своєю пропагандою, своїми грошима, купувала і купує. І, зараз очищатися нам дуже багато треба. Нам стало, як Ізраїль, з таким сусідом бути. Да. Просто жах, просто жах. Говорят же все, что вот возле границы, вы же видите, что силы скапливаются. Да нет, ничего, все нормально, ну и так далее, что все будет нормально. Первые дни, слезы, какая-то растерянность, незнание того, что делать, куда идти, куда бежать. Вышли на кухню пить чай. Вот. И просто доли секунды ты видишь, что-то летит, но ты не успеваешь даже среагировать. И просто когда на тебя уже все начинает сыпаться, ты падаешь на стол, вот прям на стол, и закрываешь голову. Вот 19 апреля мама умерла, мы ее похоронили в саду возле дома, потому что на кладбище не смогли, это заминировано все было вокруг, посадки, кладбища, все заминировано. 20-го маму похоронили, пришли все соседи, помогали под дождем, в грязи в полное, ливень был, выкопали могилу, похоронили маму. Пыталась, конечно, собраться, ходила, помогала, чтобы чувствовать, чтобы держать себя в тонусе, ходила помогать там, для переселенцев, собирали одежду, сортировали, также продукты собирали. То есть он не снялся с воинского учета и начал настаивать, что уезжайте с мамой, потому что мне одному будет проще. Я не буду за вас переживать, я буду переживать только за себя. Это не то, что вывозили только еврейских детей, только еврейских стариков. Вывозили всех. У нас был знакомый другой на машине тоже. И он сказал, я буду выезжать в субботу на Западную Украину. И он сказал это еще перед шаббатом. И муж сказал, что нет, мы в шаббат не поедем. Если не будет вот такой массового выезда, мы не поедем. Вот если меня спросить, беженка или беженка, да. Наверное, что я хочу домой. Хотите домой, да? Ой, как хочу домой. Я сама себе говорю, такая старая, я не доживу, потому что там война будет еще долго. У меня семья абсолютно не религиозна. А сейчас мне эти традиции очень интересны. Действительно, стараюсь их изучать, даже подумываю принять гиюр. Сейчас мне это все интересно. Меня встречали дети, он мне помог вынести мне вещи, подождал пока это, и говорит, успокойтесь, вы дома.